Следующий номер завершит второе отделение нашего гала-концерта. Но уж без него точно не могли мы обойтись, потому что 23 февраля, в День защитника Отечества, как же мы без залихватской казацкой песни встречаем образцовый исполнительный коллектив ансамбль казачьей песни. Петенька, город Ярославль. Слава Богу на небе, государю на земле! Ансамбль казачьей песни «Плетенька», город Ярославль. То мы начинаем церемонию награждения. Старшая возрастная категория диплома военно второй степени награждается театр-студия «Солярис», город Таллин, Эстония. В номинации «Фольклорное творчество» ансамбль младшей возрастной категории дипломом лауреатов первой степени награждается образцовый самодеятельный коллектив ансамбль казачьей песни «Плетенька», город Ярославль.
мастерства награждается образцовый исполнительный коллектив ансамбль казачьей песни «Плетенька», город Ярославль. Исполнительского мастерства награждается Александр Гончаров, город Хельсинки. Высочайший уровень педагогического мастерства награждаются Новоизгалиев Алижан Разбайлы, город Актобе, и Белкина Светлана Валентиновна, город Ярославль. Хочется поблагодарить Петра Первого, который этот город основал. Тем более, что прошел слушок, что он сегодня к нам зайдет. Давайте поприветствуем Петр Алексеевич Романов, император России. Петербуржцы 21 века, в гости города из разных властей Отечества моего пожаловали таланты юные, да и стран заграничных. Мило мне это. Еще утром прослышал я, что нигде бы то ни было, а здесь устроен праздник, ассамблея, торжество. И изволят блистать талантами никто бы то ни было, а юные дарования, мальчики и девочки. Так ли это? Значит, я верно явился, значит, я по адресу пришел. И прослышал я, что таланты-то здесь самые разные, самые-самые прекрасные. Ответствует им лицедей, кой ответственен за сию ассамблею не впервые. Были ли те, кто прославлен в пении? Так точно, Петр Алексеевич, были. А были ли славные танцоры? Обязательно, куда же без них-то сегодня? А те, кто изволит при победе служить, да лицедействовать подобно нам. И театралы были сегодня обязательно, Петр Алексеевич. Похвально сие. И не только перечисленные, но и иные. И все достойные, и всем ура! Виват! Виват! Но прослышал я, что не только ради удовольствия до развлечения здесь предавались славным песнопением да танцам. А и соревнования изволят быть тут, так ли это? И соревнования, и победители есть. Позвольте, Петр Алексеевич, вместе с вами вручить заслуженную награду обладателям гран-при нашего 36-го международного творческого фестиваля конкурса «Творческое открытие» здесь, в граде вашем, в Санкт-Петербурге. Да за честь почту, сударь, лучшего из лучших на сцене этой лицезреть. Определился ли лучший? Определился. Позвольте на честь. Да. Дипломом гран-при
6-го международного творческого фестиваля конкурса «Творческие открытия» в Граде Петровом осень-зимой 2019 года награждается образцовый заводитель коллектива ансамбля «Казачьи песни» Буквально секундочку. Во-первых, победителей мы также награждаем подарочными сертификатами на 4 индивидуальных онлайн-урока английского языка в школе Sky-N. Держи, пожалуйста, красавица, держи. А я прошу всех участников фестиваля поднять все коллективные фотографии. Давайте все вместе. Членами жюри, Справа Сенча, сфотографируемся. Чтобы показать себя, чтобы стать собой живым. Удивляюсь чудесами за своих болезней. Радость и волнение, победы, поражения, счастливые мгновения. Это салют.